Сирия. Oui. Путин. Путин, Асад. Асад. Западная Сахара. И что это вообще за страна такая, которая даже не на всех картах обозначена? И вот перед поездкой туда я все-таки решил выяснить общую информацию об этой планете Киндзадза. И выяснил, что формально это Сахарская Арабская Демократическая Республика под руководством так называемого фронта Полисарио. А на деле 80% территории страны со стороны Атлантического океана контролирует Марокко. Остальные 20, восточную часть, которая по большей степени находится в пустыне, контролирует Полисарио, который борется за независимость страны. На данный момент САДР признают около 50 государств, и она является членом Африканского союза. ООН отказывается признать претензии Марокко на территории страны, и в то же время не признает самопровозглашенную САДР с принятием в свой состав. Наверное, ООН выжидает момент, чья же все-таки возьмет, чтобы потом принять единственное правильное решение. Мы прилетели в Дахлу, портовый город, в котором также находится аэропорт и контролируется Марокко. На паспортном контроле каждого из нас допрашивали минут по 20, в отличие от других марокканских аэропортов, где все формальности проходили за пару минут. Видимо, правительство Марокко на этой территории ведет жесткий контроль всех прилетающих и въезжающих, опасаясь провокаций. На выходе из аэропорта было всего несколько машин, которые встречали прилетающих, ну и может быть пару такси, которые тут же уехали с пассажирами. Да уж, аэропорт Дахлы совсем не похож на аэропорты, которые мне приходилось видеть раньше. Кругом тишь да благодать. Зато машин нам пришлось ловить уже в самом городе, почти час. Кругом почти пустынные улицы и редкие машины. Трудно представить, как придется добираться до отеля, если прилететь в Дахлу в 3 часа ночи. До отеля мы все-таки добрались. Оказалось, что он находится в одной из самых оживленных частей города. Здесь даже вечерами, примерно до 10, кипит жизнь. Открыты магазины и ездят машины. А дальше опять тише благодать. Утром из окна отеля нам открыли живописные виды на городские пейзажи, которые могут вдохновить на путешествие не только путешественника, да и вообще любого человека. После завтрака мы решили прогуляться по городу и отправиться к его главной достопримечательности – океану. Всего в Дахле мы насчитали 3 достопримечательности. Ну так вот, гуляя по окрестностям, временами нам казалось, что мы находимся в каком-то городе-призраке, так как стоило лишь чуть-чуть свернуть с главной улицы, и все вокруг казалось безлюдным. Лишь иногда попадались одинокие прохожие и редкие машины, что делало все вокруг слегка мрачноватым. Хотя вот, попалось граффити, что разбавило окружающую атмосферу и сделало ее слегка повеселее. Примерно в 30 километрах от Дахлы находится база для любителей кайт-серфинга, виндсерфинга и просто серфинга, куда мы, собственно говоря, и прибыли. После базы кайтсерфинга мы снова вернулись в город, решив прогуляться по набережной. И что снова нам бросилось в глаза? Казалось бы, даже на центральных улицах практически полное отсутствие людей.
И второе. Очень большое количество атрибутов, указывающих на принадлежность этой территории Марокко. То бишь флаги и плакаты. Ни в одном городе Марокко, которых мы посетили 5, такого мы нигде не видели. Тут же на набережной мы встретили вторую достопримечательность города. Верблюда, спокойно разгуливающего по улицам. Появление верблюда даже подняло нам настроение в этом не очень веселом городе. Следуя дальше по набережной, мы пришли, наверное, самый дорогой отель в городе. Конечно, где еще находиться самому дорогому отелю, как не на набережной. И там, как ни странно, встретили соотечественников из России. В Марокко за 2 недели мы встретили их только единожды, и то в курортном Агадире. А тут на тебе, чуть ли не задница мира, Западная Сахара, и вот тебе, русских встретили. Отель, в котором проживали наши соотечественники, в принципе нормальный. И даже практически с прямым заходом в море. И вообще в последнее время Марокко начинает позиционировать Дахлу как курортный город. По моему скромному мнению, все условия для этого есть. И даже океан здесь гораздо привлекательнее, чем в главном марокканском курорте Агадире. Но инфраструктура очень даже слабовата. И в этом отеле как бы все нормально и прекрасно. Но цены далеко не маленькие, и особенно на алкоголь. И поэтому нам пришлось искать альтернативу алкобару в отеле. Пока искали магазин, в котором можно приобрести спиртное, встретили ресторан со странным для этих мест названием «Самарканд». Задаешься вопросом, какого хрена в Западной Сахаре, практически другой конец света, есть ресторан с названием «Самарканд». И вообще, жители Дахлы знают, что Самарканд – это город в Узбекистане. Магазин, в котором можно купить алкоголь, нам найти не удалось, так как такового просто-напросто нет в Дахле. С большим трудом нам удалось найти алкобар, в котором по относительно приемлемым ценам можно затариться виски, вином, купить пиво. Стоимость бутылки пива 30 дирхам, это примерно $3. 30 грамм виски 40 дирхам. Вот, собственно говоря, и третья достопримечательность Дахлы. Единственный алкобар во всем городе. В алкобаре с нами опять приключилась неожиданность. Мы снова встретили соотечественников. Ну да, конечно, где встречаться русским в Африке? Если только в дорогих отелях и в алкобаре. Наши новые знакомые, это были мужики лет по 45. Спросили их, что делают в Дахле. Сказали, что приехали заниматься спортом, кайтсерфингом. Ну да, конечно, поэтому в алкобаре встретились. Поржали, разошлись. Давайте. В баре мы купили вина и выпили за Дахлу. Как-никак мы в этом городе прожили несколько дней. Вонь, возьми. Уже на выходе мы встретили сирийца, проживающего в Дахле. Сирия? Oui. Putin. Путин, Асад. Асад, Сурия. Russia. Yes. Yes. Toi. Habla español, ¿no? Habla español un poco. No, friend. Rusia. Ну, в общем-то, вы все сами видели, как обычный сириец относится к России. Еще могу добавить, что он показывал по отношению к Америке неприличные жесты,
настолько неприличные, что я даже просто не решился их вставить в это видео. Но нужно очень не любить страну, чтобы такое показывать по отношению к ней. На этом можно закончить рассказ о Западной Сахаре и Дахле, так как уже на следующее утро нас ждала дорога в следующую африканскую страну – Мавританию. Что можно сказать в завершение? На мой взгляд, для преобладающего числа путешественников страна будет мало чем интересна. Большинство туристов едут сюда именно из-за водных видов спорта, и то их количество совсем невелико. Некоторые попадают в страну, чтобы следовать дальше, другие африканские страны. Ну и совсем единицы едут сюда для отдыха. Это те люди, которые хотят позагорать и поплавать в океане, и при этом полностью исключить толпы туристов. Вот такая она, Западная Сахара. Несовременная и временами неожиданная африканская страна.